Друзья, приветствую вас, вечерний обзор. Давайте посмотрим, какие новости происходят, какие события и как у нас все проходит в ожидании решения ФРС по процентной ставке и куда предположительно двинутся активы на этом событии. Ну, здесь ожидания, я уже ранее озвучивал, вполне положительные. Здесь будут обещать печатать деньги до последнего, до последней зеленой красочки, до последней бумажки. И все сделать для того, чтобы восстановился рынок труда и экономика США закрутилась. Так, друзья, ну давайте, наверное, с российской новостной повестки начнем. Ее даже неприятно читать, честно вам скажу. Вот вообще прям хоть не открывай, только Bloomberg и другие западные источники. Так, ну вот здесь глобально идет со всеми расколбас, послов вызывают, отзывают. Но слишком как-то много стран, когда очень много стран, с ними такие взаимоотношения возникают, наверное, это говорит, что дело не в тех странах, а дело оно где-то внутри прячется. Так, ну вот опять страсти мордасти вокруг Nord Stream, отключение свифта. Ну, конечно, от свифта могут отключить, но с моей точки зрения это просто самострел. Но с точки зрения элементарного здравого смысла делать этого никто не будет, ну кроме как перед началом боевых действий. Касательно Nord Stream 2, то здесь, ну, я не знаю, мне кажется, его достроят. Вопрос только в заполнении этого Nord Stream 2. Так, ну и вот действительно вещи, которые несколько настораживают, скажем прямо. Решетников поручил Росстату усовершенствовать расчет реальных доходов. Ну, переводя на понятный язык, ситуация аховая, и поэтому уже начинают по-всякому подкручивать для того, чтобы там хоть что-то показать близкое к нейтральному. Так, ну вот еще новость. Российские корпорации начали распродавать запасы валюты. Ну, на самом деле, обычно в это время года всегда запасы валюты распродают. Здесь ничего такого экстраординарного нету. Но здесь надо четко понимать, что сейчас заканчивается налоговый период. И вот в начале мая вопрос только когда, или может быть даже на этой неделе, возможно движение на ослабление рубля к доллару и евро. Конечно, сейчас растет нефть, и то, что такая ситуация с нефтью, оно будет всеми фибрами души удерживать рубль от просадки. Так, ну давайте теперь к американцам перейдем. Байден принял новый план помощи, то есть те налоги, которые будут собираться с, скажем так, богатых по представлению американского правительства людей, они будут направляться на помощь тем людям, кто нуждается, соответственно, во вливаниях, и в том числе помощь, которую выделяют для семей с детьми. Ну, на самом деле, здравый ход, тем более здесь все расходы, как обычно, у них, они прозрачно можно отследить, сколько собрали, сколько куда разместили, и в любой момент проверить, насколько эффективно расходуются средства без закрытий, сокрытий и так далее. Так, ну вот Bloomberg даже пишет, что в России опасаются новой волны ковида. Это связано с тем, что не хочет никто вакцинироваться особо. Но на самом деле, мне кажется, изначально была неправильно дана установка, что ковид это какая-то такая вещь. То ли она легкая, то ли там американцы ее навыдумывали. И в результате этого действительно у людей сформировалась неправильная установка, что прививаться не надо. А кто-то вообще думает, что когда будут прививать, заодно и чипируют. И опять же это все активно муссируется и обсуждается. Так, далее с российской вакциной проблема в Бразилии. Но на самом деле там что-то сами бразильцы, они какую-то махинацию замутили. То принимают, то не принимают. То есть, ну сначала сами бы внутри себя разобрались, будут брать, не будут брать. А то получается прямо целые интриги мадридского двора. Так, друзья, на секундочку, переходя к календарику, здесь вышли достаточно положительные данные сегодня по статистике. Но единственное, только немножко с утра Германия разочаровала. Но там надо понимать, там локдауны, они как бы несколько потребительский климат Германии задели.
Так, ну сегодня еще была речь ЕЦБ, сейчас мы, возможно, отдельно это рассмотрим, сейчас посмотрим, как со временем будет. По нефти запасы вышли меньше предполагаемых, и, соответственно, на фоне этого дополнительный толчок, дополнительный стимул для нефти. Так, друзья, ну вот в ожидании решения ФРС ВИКС потихонечку начинает отжиматься и двигаться к верхней границе на 18,7. Так, ну индекс доллара сегодня застрял, роста не получается. Чуть-чуть он на 91,2 не дошел. Ну и, соответственно, поскольку этого пробоя нету, и он находится в этом диапазоне, чем дольше вот этого движения наверх не происходит, тем больше вероятность того, что пойдет движение в район 89,7. Так, ну и на текущий момент, переходя к часовому таймфрейму, он пытается здесь отбиться и сходить в район 91. Вот. Но эта попытка, она не приведет к успеху, если сейчас будет повторение вот этого движения и пробой 90,75. Вот если такое движение произойдет, то он, скорее всего, с этого маршрута на попытку отскока и роста сойдет. Так, ну, S&P 500 залег в боковик в ожидании ФРС. Ну и золото тоже готовится. Оно вот сегодня отбилось от нижней границы, сходило на 1766. Был ложный пробой, и потом отсюда пошла волна роста. Ну и на момент объявления ставки, я думаю, по золоту будет очень сильное движение. Так, друзья, далее евро-доллар. Ну, смотрите, донышко, вот эту нижнюю границу консолидации мы сегодня так и не пробили. И, соответственно, сейчас идет движение, цель этого движения потестить 1,2117. На объявлении ставки сейчас тут, скорее всего, будет пила. Сначала движение вниз, и потом попытка евро уйти вверх. Я вижу вот такое движение наиболее вероятное. Так, друзья, далее нефть Brent. Ну, уже который день все выступают и предлагают помощь Индии. Вакцин очень много прислать. Там действительно очень тяжелая ситуация. Индия один из крупнейших потребителей нефти, потому что население ярд. Как ни крути, нефть там по-любому нужна для того, чтобы хотя бы мокики индийские ездили. Но смотрите, здесь сейчас идет цикл движения на фоне того, что запасы вышли меньше, чем предполагалось в Штатах. Здесь у нас первая цель это 68, 68,1. Дневной таймфрейм. Все условия для того, чтобы эта цель была в ближайшее время реализована. А как она будет реализована, посмотрим. Либо отобьется и вернется на 65,6, либо здесь пробой и движение с целью переписать вот этот локальный максимум. Но по часовику вот сейчас локально первую цель движения сделали, и будет, скорее всего, сейчас попытка отката и тестирования 66,5. Вот это значение, если сегодня пробивается, то весьма вероятно пойдет дальше движение вниз с целью 65,9. Если мы удерживаем этот волшебный уровень 66,25, то завтра по нефти весьма вероятно продолжится дальнейшее движение наверх. Так, друзья, далее наш самый главный инструмент это рубль-доллар USD Tomorrow, дневной таймфрейм. Но смотрите, на самом деле тут просто масса всевозможных поддержек. И нефть идет на 68, это раз. И там масса новостей, что крупные российские компании, корпорации распродают валюту. И такой промежуток времени, конец апреля. Вот. Но есть один нюанс, который заключается в том, что сегодня крупные валютные платежи прошли, рублевые платежи, прошу прощения, и поэтому спрос на рубли с этой стороны будет ослаблен. Вот. Далее здесь есть масса неизвестных уравнений, потому как с одной стороны, ну не праздники, как это, не рабочие дни это назвали. Ну не знаю, что такое нерабочие дни, это непонятный какой-то термин, и юридический, и фактически. Вот. Но тем не менее здесь особого укрепления рубля не происходит. Хотя вот он уже должен провалиться был и сходить вот сюда, вот в этот диапазон между этими желтенькими линиями. С учетом того, какая цена на нефть, и с учетом того, как весь мир пышет жизненной энергией. Вот. Но раз такого не происходит, значит его кто-то держит. Если звезды зажигаются, значит кому-то нужно.
И поэтому здесь вот если этот пробой не закрепляется 74,6, то я думаю завтра мы пойдем вверх по доллару на 75,3. Сейчас будет, я думаю, значительная волатильность на объявлении ставки. Роботы будут рубиться. Ну и если переходить с дневки на часовик, то у нас здесь произошел отбой, разворот. И сейчас цель движения рубль-доллар будет на 75. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС. Июньский фьючерс, часовой таймфрейм. Но здесь у нас идет попытка движения на 147 600, 147, вот сюда, вот в этот диапазон. Соответственно, если сейчас не будет пробоя 147 900, то удержится вот в этом диапазончике, и отсюда начнется движение, цель которого будет 149 тысяч, вот сюда, к этому значению. Так, друзья, ну вот еще поступил вопрос по поводу Apple, что происходит с акциями компании. Ну смотрите, сейчас, если рассматривать месячный таймфрейм, то она находится в консолидации у верхней границы, и здесь весьма вероятен отбой и движение на 120 тысяч. Насчет Apple есть одна очень интересная новость. Apple меняет предоставление данных от пользователя таким образом, что пользователь может запретить во всех приложениях предоставлять этим приложениям информацию о себе. Вот. И соответственно тогда рынок рекламы может значительно подкоситься. Вот. Однако Apple, я полагаю, здесь думает совершенно, ну точнее как, она заявляет, конечно, о том, что это все делается для удобства людей, чтобы никто там не лазил в личные данные, не похищал их, не использовал в маркетинговых целях, чтобы впаривать всякую информацию. Но я думаю, здесь дело немножко в другом. Дело в том, что Apple просто, видимо, сам по себе хочет этот рынок рекламы забрать себе и полностью его контролировать. Вот и все. Так, переходя к недельному таймфрейму, здесь у нас собирается коррекционный откат. Цель движения на 118-117. По дневке боковик, она болтается в диапазоне 130-135,5. Но здесь должно реализоваться вот это движение на 131-130, вот сюда, к этому значению. И там тогда будет определенность, последует, не последует пробитие. Если пробития не будет, пойдет дальнейшее движение в боковике этом. Так, ну и вот 4-часовик. Но с моей точки зрения, ее вообще сейчас трогать смысла нету. Надо дождаться, когда она придет на 135,4 или вот сюда, вот на 132. И тогда, соответственно, в зависимости от того, как будет развиваться торговля, от объемов торговых, времени нахождения, можно будет принимать решение, будет ли здесь отбой или пробой движения на 122, или же, соответственно, пробой верхней границы с уходом наверх. Пока здесь ситуация до конца не определилась, но на текущий момент больше сигналов, что все-таки как минимум сейчас движение пойдет на 131,5. Здесь будет пробой и, соответственно, движение на 126 или даже 122. На текущий момент ситуация в большей степени указывает на такое развитие событий. Но на практике посмотрим. Если будет задерг и пробой 135-136, то отсюда пойдет импульс движения на 142. Друзья, ну в общем-то все, основные моменты, что я хотел сказать. Успешных торгов. Ждем выступления доктора Пауэлла.